время нашего путешествия во Вьетнаме в круизе по Халонгу нас ждал увлекательный мастер-класс вьетнамской кухни в Халонге на корабле, обучение азам приготовления вьетнамских блинчиков нэм. Привет, друзья! Сегодня 16 октября. Наше путешествие по Халонгу продолжается. Второй день сегодня. Встали мы в 6 утра. На зарядку мы опоздали, проспали на Тайчи. Затем у нас был завтрак, и мы отправились в пещеры. Следующее наше мероприятие будет мастер-класс по приготовлению блинчиков вьетнамских. Потом завтрак, и мы отправимся обратно в Ханой. Путешествие нам понравилось. Было очень интересно, познавательно. Мы познакомились с новыми друзьями из Чехии и из Германии. И сейчас будет мастер-класс. Вот уже приготовили салфеточки, приготовили рисовая лапша, морковка, лук, мясо, яйца. What is this? Mushrooms. Ага. И грибы. Сейчас раздают всем перчаточки. Наш гид рассказал нам про нэм, вьетнамские рулетики-роллы из рисовой бумаги, традиционное блюдо вьетнамской кухни. По-другому их можно назвать блинчиками или рулетиками в рисовой бумаге. Как он сказал, если ты не попробовал нэм, значит не побывал во Вьетнаме, хоть 100 раз посетил эту страну. А также, что начинка может изготавливаться из разных продуктов, часто используется свиной фарш, сушеные грибы, также используются твердые сорта макарон, бобы, ростки, морковь, зелень и другое по усмотрению хозяйки. Из разных составов получаются разные виды нэма. Также они различаются по способу приготовления. Самый распространенный – это жареный нэм на сковороде в масле. Также популярен нэм куон сырой. Готовый к употреблению начинку заворачивают в смоченный водой лист рисовой бумаги, после чего нэм готов к употреблению. Рисовая бумага – тонкие лепешки из рисовой муки, по толщине сопоставимые с бумагой. Основные ингредиенты – рис, вода, соль. Иногда добавляется мука из тапиоки. Рисовая бумага в сухом виде твердая и ломкая, но если ее размочить в воде, легко сворачивается. Первым делом надо замочить рисовую лапшу на 10 минут в теплой воде. Затем добавляется мелко нарезанная морковь. Затем добавляются грибы. Мелко нарезанная зелень кинзы, мелко нарезанный лук, сырые яйца. Также бывают разные вариации, либо свиной фарш, либо курица, либо креветки. Like this, you and I cut and then like this one.
будет капуста по-английски? You can feel. Oh. You gotta need a glue to stick it later. We go together. Some salt, of course, some sauce. Some sauce. Добавить соус, в состав которого 25% рыбного соуса, 50% воды, выдавить туда чеснок, сок одного лимона, добавить сахар, черный и красный молотый перец, хорошо перемешать. So that's why I'm not choosing salt here, right? Okay, right? Now it's better. So now I will make the first one first. Make the first. Who make the best one will get my money. 5,000 Vietnam đồng. Right paper, a little Для того, dry. чтобы рисовая бумага не ломалась, кладем ее на влажное полотенце. Right. Yes, yes. So that's why we need a wet towel. Take a white paper and yeah, just wait. It looks right. It looks very quick. Now don't mind with the hole. Upside down and upside down. Because this is the rice paper small, so just 1 spoon enough. 1 spoon. Not big, right? You put the corner in the hand. Okay. So, okay. Take the corner. I make the first one slowly, second one faster. Okay. So like this. This one very important to make the make the both sides. Okay, so now and that side. Maybe some. Nice. Second time, second, one more time. Right? Finish right. After, Можешь начинать уже. roll, right? Yeah. So now. Seguitelo. Все, да. Делай на всех. Да. ניתן לנילי לעשות אחד, אני אצלם אותה לך. תודה. Можете дома делать. Дома делать. Не, ты будешь готовить. Чё, зачем мне делать? Делай take away. Take away? Yes. To hotel. אבל איך מבשלים את הנודלס הוא לא אמר. Спринг-роллы, вьетнамская
блюдо. Сейчас нам принесли, пробуем. Очень вкусное, рекомендую. Сережа уже потянулся.